You know I'm gonna fake it to fool everyone. Ирландия – это страна, в которую едешь за пьянящим духом свободы, обволакивающим тебя мечтами, стоя на мысе на краю света. И ты просто забываешь о всех проблемах. Все, чего хочется, это просто дышать и смотреть на этот бесконечный океан. Ведь он всегда будет на том же самом месте, несмотря на то, какие бы ошибки ни совершало человечество. И дух свободы Ирландия навеивает не только своими мысами. Колониальная политика Великобритании сотни лет уничтожала язык и использовала экономику в своих интересах. Более 8 столетий ирландцы пытались выбрать независимость для своего острова, и у них все получилось. Ну почти. Северная часть острова до сих пор под контролем Британии, а ирландский язык знает лишь 5% населения. We had a war of independence over 100 years ago, and Ireland sent a delegation to England to negotiate a treaty with the British. They won 26 counties of this Ireland, but the 6 counties remain British because the majority of people up there wanted to remain British, and that was their choice. So that's how we came to be the Republic of Ireland, you know, where we were part of the British Empire, a British colony, you know. But to this present day, the North is still a British colony, you know. A lot of people lost their lives on both sides, on the British side and on the Irish side, for the Republic to win their independence. The people who done it and the people who fought for it would say, yeah, it was worth it. Ирландцы прошли через темнейшие времена в своей истории. Один из них – Великий голод в 1847 году. Из-за заражения картошки и политики невмешательства Лондона 2 миллиона умерло от голода, и еще 2 миллиона мигрировало, сократив население острова. В результате тяжелой жизни на сегодняшний день в самой Ирландии проживает лишь 5 миллионов ирландцев, а за пределами 70 миллионов. И в конце этой темной истории началась новая, светлая часть. На сегодняшний день Ирландия самая богатая страна в мире, если исключить микрогосударство Сингапур и Люксембург. Здесь нету ни нефти, как у Катара, ни газа, как у Норвегии. Так как же им удалось стать богаче? Самое большое богатство Ирландии оказалось в людях и их светлом уме. Избавив от налогов, технологические компании-гиганты вроде Microsoft, Google, Facebook получили доступ к англоговорящим образованным работникам, европейскому рынку и, самое главное, легальному офшору. Уровень жизни в Ирландии просто взорвался от количества денег корпораций. Только Apple за год заплатила 117 миллиардов евро, а это бюджет 2 лет Украины. Я просто влюблен в жилые кварталы Дублина. Эти частные двухэтажные дома без заборов просто великолепно. По многим версиям туристических изданий США, Ирландия занимает высшее место по интересу путешественников в Европе. Но чтобы исследовать остров, необходима машина, ведь многие места труднодоступны. Аренда машины на сутки обходится в 200 евро, зато купить подержанную Honda Accord автомат можно за 1500 евро. Но самое забавное, что страховка на год обойдется в ту же стоимость, что и машина – 1400 евро. Процесс покупки машины настолько прост, что было чувство, будто я купил велосипед. Ну а теперь пора наконец-то увидеть такие долгожданные для меня величественные, завораживающие скалы Мохер. Я мечтал увидеть это место уже много лет. Просто постоять на краю света у пропасти в 200 метров. Скалы Мохер просто невероятные. Особенно то, что здесь можно просто пройтись вдоль обрыва, вдоль 2, 3, 4, 5 километров, пока сам не устанешь. И вид на бескрайний океан просто западает в самое сердце. Это, наверное, одно из лучших мест в Ирландии. И обязательно к посещению. Это настоящий мегаполис для птиц. Тут живут более 30 тысяч крылатых, среди которых чайки, ястребы, балканы, буревестники и необычные атлантические тупики. Под нами идет подобный рельеф, который может просто обвалиться и улететь в океан, подобно как этот.
Но стоя здесь, осознавая этот факт, что ты можешь просто умереть в любую секунду, ты чувствуешь этот момент, ты чувствуешь, что ты сейчас живешь. Скалы стали обложкой альбома U2, а сказочный мир Гарри Поттера даже не добавлял эффектов, ведь локация и так завораживающая. А все благодаря природе. Погода, океан и время делали шедевр из этого черного сланца и песчаника на протяжении многих лет. На противоположном восточном берегу находится центр технологического прогресса Европы – Дублин. We might as well rock and roll. Город был основан викингами, но на сегодняшний день это мечта космополита. Международная экономическая арена для более 100 национальностей. Google, Microsoft, Facebook собрали лучшие умы в этом графстве. Днем улицы кипят офисной жизнью, а вечером песни U2, Beatles, Radiohead звучат под громкий стук пинт Гиннесса из старейших пабов. Энергия просто прям... Это пиво самое свежее в мире, ведь завод находится прямо в городе. Артур Гиннес арендовал территорию у города на 9000 лет, поэтому мекка ценителей пенистого еще долго будет радовать экскурсиями с бесплатным пивом и панорамными видами прямо над заводом. Мне посчастливилось прожить в Дублине более полгода, и хочу вам сказать, что здесь самые добрые, приветливые и отзывчивые люди в мире. И это подтверждают многие рейтинги популярных изданий. Шла пенсионерка, держалась за палочку. Остановилось такси, говорит: садитесь, вам далеко? Она говорит: нет, мне аж туда, в конец улицы. Она говорит: садитесь, подвезу вас бесплатно. Вау. Дублин прекрасен и природой. Он окружен Ирландским морем, которое прогревается максимум до 18 градусов в августе. Именно тогда местные массово наслаждаются пляжным отдыхом прямо в столице. Лучшее место для этого – Фортифуд, где можно прыгать со скал, знакомиться с людьми и нежиться на солнце. Полуостров Хоут способен полностью перезагрузить после рабочего дня с его невероятными видами на город, маяк и дикие пляжи. Тут прям супер спокойно. Красивенные скалы, звук моря, чаек и как будто даже морских котиков. В целом супер умиротворенное место. И сюда не все добираются туристы, боятся спуститься, и поэтому это такой приятный бонус тут сидеть, любоваться вечным морем. Если говорить о диких местах, то самый большой парк в Европе находится прямо в Дублине – Феникс. Чтобы его пройти, необходимо минимум 1 час, по дороге встретив диких оленей и при большом везении погладить их. И рядом бегают ребята, в крикет играют. Можно провести день на Булл-Айленд в окружении высокой травы, длинного пляжа и минималистичного вида на электростанцию. А всего в 30 минутах от центра ты уже в горах национального парка Виклоу, где специальная удобная тропа ведет тебя сквозь густые еловые леса
горы, обзорные площадки и озера. И жемчужиной является озеро, напоминающее пинту Гиннесса. Стоит совершить незабываемый хайк вокруг длительностью в 5 часов, а в конце пути зайти в древний храм Глендалох и почувствовать себя паломником XII века. В Ирландии полно прекрасных мест, но какое же место больше всего нравится ирландцам? Мне как путешественнику безумно всегда было интересно, что же местные думают о своей стране и какие у них любимые места. И вот в Ирландии все сразу называли Ring of Kerry. И в их глазах загоралась какая-то искра, когда они вспоминали свои приключения здесь. То, как они проводили время вместе с друзьями, с семьей на пляже, в горах. Мне захотелось чего-то подобного. Я позвал друзей, и мы двинули через всю Ирландию на западное побережье. Магнитом для нас был национальный парк Киларни, в котором расположен горный массив с наивысшей точкой Карантуил, высотой всего в 1 километр. Но какой это километр? Просто рай для минималиста. Здесь только камни, трава и вода. Все, больше ничего. И спокойствие, конечно же. Мы переночевали в кемпинге для трейлеров на острове Валентия. Здесь фургончики старые. Чувствуешь себя в какой-то атмосфере хиппи. Ночью здесь великолепно. Звезды видно. Очень-очень сильно. Который, как оказалось, был в центре суперконтинента Пангеи 385 миллионов лет назад. Потом мы оказались на 300 метрах над пропастью в Атлантический океан. И понял, что скалы Керри я не забуду еще очень долго. Стоя здесь, чувствуешь себя как будто в каком-то VR-шлеме, потому что масштаб того, что происходит под тобой, слишком большой. То, как мощно разбиваются волны об эти скалы, просто завораживает. 400 миллионов лет упорного труда создали невероятные виды. Чистый сюрреализм. Вдоль всего западного побережья сохранились старые каменные здания кельтов. Например, этот небольшой форт, в котором хранили еду и прятались в штормовую погоду. Более цивилизованные местные жили в таких домах, окруженные вот этим забором круглым, который сохранился еще до наших дней.
Он позволял им защититься от ветра и от каких-то недоброжелателей. 4000 лет тому назад люди жили в подобных домах. Просто из камня. Здесь. На утесах. Безумие. Посетили восхитительные пляжи Деринейн, Wild Atlantic Way. Именно так местные называют дорогу сквозь все западное побережье Ирландии. И едешь ты такой на машине и понимаешь, блин, действительно, какая прекрасная здесь дикая природа, не тронутая человеком. Кажется, я знаю, где хочу быть погребен. и погуляли по аббатству Макрос, заброшенными храмами, в которых растут деревья. Сзади меня просто невероятно. Ему столько же лет, сколько аббатства, которое здесь существовало. Больше 500 лет назад здесь монахи посадили и смотрели каждый день, как оно растет. Целые поколения монахов смотрели. И оно до сих пор здесь, а монаха уже нету. Как мы уже определили, в Ирландии два государства – Республика Ирландия и Северная Ирландия, принадлежащая Великобритании. 33% населения считает себя британцами, 33% считает себя ирландцами и еще 33% считают себя североирландцами. На сегодняшний день граница между странами условная, но так было не всегда. Ирландская республиканская армия совершала теракты, взрывая машины, автобусы, дома, чтобы вынудить Британию капитулировать. Именно на этих улицах Белфаста Ирландская республиканская армия устраивала теракты, и большинство погибших было именно мирных людей. Да, их основные цели были правительственные работники Англии, но, к сожалению, погибало очень много цивильных. И этот конфликт решился более-менее в их сторону. И Северная Ирландия теперь очень открыта для многих ирландцев. Ты можешь просто так приехать без всяких границ сюда. В итоге конфликт был заморожен, и эта пороховая бочка может взорваться повторно в любой момент. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, регион манит многих туристов своей историей и, конечно же, природой. Белфаст – столица с населением в 500 000 и крупнейшая верфь, на которой строился «Титаник». Люди с многих стран приезжают в Белфаст посмотреть, где же взялся этот «Титаник», откуда он. И здесь построили огромнейший музей, в котором можно прочувствовать подобный опыт, который проживали люди на «Титанике». Огромный музей увековечил память всех погибших и сохранил историю человеческой алчности. Как говорят местные, понадобилось 100 ирландцев, чтобы построить «Титаник», и 1 британец, чтобы его потопить. Город пережил бомбардировки немцев, экономические кризисы и террористические атаки ИРА. Чтобы оставить все плохое в прошлом, была создана капсула времени, и теперь настала белая полоса в истории региона. Одним из катализаторов туристического потока являются съемки «Игры престолов», раскрывающие красоты Северной Ирландии. Одно из таких мест – Dark Hedges – Буковая аллея. Ветки старых деревьев переплетаются и создают какой-то готический мрачный туннель. Безумно красивая Ирландия. Я сам бы, если бы увидел подобное место, обязательно бы снял здесь какой-то фильм.
просто тропа среди каких-то очень-очень старых деревьев. И очень интересно, кто ее высадил. Но самые чудесные места, конечно же, начинаются на стыке с Атлантическим океаном. Дорога вдоль севера – это отдельное удовольствие. Благодаря широким пляжам с открытым доступом для въезда на машине, старым башням, высоким скалам, железнодорожным путям и океану, чувствую себя героем фильма с кинематографичной картинкой, увидев которую можно умирать со спокойной душой. Музыка Ирландии. Ветер пролетает между железом этим, и создается такой звук. Честно говоря, это лучшее место во всей Ирландии. То, что здесь разрешили приехать на машине, стать и любоваться волнами океана. Я не ожидал, что такое место есть. В основном все пляжи как-то закрыты. Но сейчас ты просто сидишь, смотришь на волны, которые к тебе прям близко подходят. И радуга. Тут можно сидеть часами. Но настоящее кино начинается в месте под названием «Дорога гигантов». Оно возникло благодаря извержению подводного вулкана. В результате из земли вырастает 40 тысяч базальтовых колонн, идеальных шестиугольников, напоминающие огромный океан. Что-то невероятное здесь сотворила природа вместе с ветром и Атлантическим океаном, с горной породой, которая здесь. Такое чувство, что это трубы органа, и что сейчас играет невероятно тяжелая органная музыка. Съемки больших фильмов в самой Ирландии происходят нечасто, но если это случается, то в итоге всегда шедевр. Например, на этом длинном пляже возле Вексфорда снимали разные фильмы. Один из самых значимых был «Спасти рядового Райана», где использовали более 1000 реальных винтовок и 500 взрывчаток. Более 400 человек участвовало в массовке, и большинство из них было реальными ирландскими военными. Они использовали реальные военные корабли, а местные даже жаловались, что взрывы слишком громкие. Но в итоге съемки принесли большое количество денег местной экономике. It's a serious film that's been shot in this particular part of it. Thousands of people lost their lives on Omaha Beach and D-Day, and I think that comes across very much so in this film. «Банши Инишерина». Фильм 2022 года, взявший «Золотой глобус», был снят на острове Акил. Беззаботным, безызвестным и скучным, но чертовски атмосферным он предстал зрителям в этой ленте. Так оказалось и на самом деле. За городом есть очень интересный арт-объект. Он построен из современного материала, это современный арт-объект, бетон, но выглядит как будто что-то очень старое, что-то в духе кельтов. Тысячелетний прогресс, мировые войны, люди на Луне – все это никак не коснулось острова, на котором рыбаки все так же отправляются на суднах за уловом. Пастухи все так же каждый день выгуливают овц, а овцы все так же чухают свою заднюю часть с тем же самым видом на волны Атлантического океана. Овец здесь даже официально устраивают на работу, для того, чтобы расчистить поля от травы. Вот это тот еще опыт. Экспириенс просто. Ветер сносит, прямо сердцем чувствуешь всю мощь этого всего. Здесь люди живут просто как в раю в каком-то. Их окружают вокруг Атлантический океан, скалы, огромные горы. И это все вместе взятым выглядит изумительно. Дамы и господа, самый красивый пляж Ирландии, Ким-Бич, спрятался вокруг огромных гор острова Акил. Блин, здесь очень круто, окружено все горами, поэтому ветра абсолютно нету.
И очень тепло стало из-за этого. Я бы даже, возможно, скупнулся в 5 градусов, но, наверное, воздержусь пока. Пик туризма в Ирландии приходится на август, но мне повезло пожить здесь и скажу вам, эта страна способна удивлять вне зависимости от сезона. Оказывается, Ирландия – это родина Хэллоуина, который стал таким популярным во всем мире. В этот день древние кельты 2000 лет назад жгли костры и отгоняли злых духов, которые именно в этот день могли посещать землю. 1000 лет тому назад кельты жгли костры в Хэллоуин, и именно сейчас, в этот же день, местные ирландцы также жгут костры. Чтобы зло не вошло в дом, местные оставляли еду при входе. Таким образом, традиция трансформировалась в незабываемый праздник костюмов, сладостей и ужаса. 31 числа все улицы наполняются людьми, детьми, не только детьми, подростками, взрослыми, все стучатся в двери соседей и требуют конфеты или что-то плохое могут сделать. И такое чувство праздника массовое просто. Некоторые взрослые дети годами собирают декорации ради этого дня. Создав интерактивные комнаты с актерами, они собирают деньги и передают все на благотворительность. В одном из частных домов Дублина живет настоящий энтузиаст. И он создал 20 с чем-то лет назад, начинал украшать свой дом к Хэллоуину. И год в год у него все разрасталось и разрасталось, и теперь это какая-то комната страха вышла, куда приходит половина Дублина, чтобы увидеть и развлечь своих детей на Хэллоуин. 23 years ago with just 2 mannequins and 1 light. And as you can probably see, it has evolved into what we have now. And then we do it also then for a charity called Deborah Ireland, which is for butterfly children, because their skin is so as delicate as a butterfly's wings. And I end up taking 4 weeks annual leave just to rig it out, spread the props, put it on for 4 days, and then another week and a bit to try and get it back down again. The average now is roughly between 4,000 or 5,000. You know, but I don't drink or smoke, so that's it. That's my beer money and cigarette money, shall we say. But it's the holidays that kill me, because I'm taking 4 weeks annual leave, so it doesn't give me much chance then to actually go somewhere, take for 2 weeks, 2 week holiday. You know, it's worth it. We'll probably have between say 4,000 or 5,000 people calling over the 4 days, and so it's a bit like it's good crack. Totally free of charge. Yeah, not always will be. But there's donation coffins there and donation buckets there as well, and again, all proceeds go to Deborah Ireland. Last year we raised about €7,500, so we're trying to push the limits this year. Hoping we're the best part of 10,000. Yeah, we're hoping may not happen. Но переплюнуть Хэллоуин по масштабности может только Рождество. Уже с начала ноября Дублин погружается в сказочную рождественскую атмосферу. В великий праздник зажигаются церкви, дома. Люди желают совсем незнакомым прохожим счастливого времени с семьей. Даже в столице соседи стучат в двери и приносят подарки, а близкие украшают елки в семейном кругу. В замке Дублина просто нереально рождественская атмосфера. Обязательно надо зайти в замок Дублина. Блин, очень круто, что бесплатно можно почувствовать то же самое, все, что чувствовала самая высокая знать Ирландии, празднуя Рождество. Из-за теплого течения Гольфстрим здесь не бывает заморозков. Температура не падает ниже нуля, и пальмы чувствуют себя как дома. Люди не видят снег в основном. Поэтому, чтобы развеселить детей, подарить им чувство Рождества, здесь рассыпают по улице какое-то мыло, как будто, и складывается впечатление, что немного похоже на снег. Но раз в несколько лет случается рождественское чудо. Видеть пальмы, на которые падает снег, это супер странно.
Поэтому я, как только это увидел, сразу же выбежал на улицу, и некоторые люди тоже, и просто идут, рассматривают снег и радуются. Это явление здесь очень редко и продлится не так долго. По всей стране оглашается оранжевый уровень тревоги, а жители достают телефоны и кричат от восторга. Боже, люди радуются снегу, это невероятно. Везде включается радио, все кричат о том, что ужасно желтый, красный уровень тревоги по всей Ирландии. Снег выпал. Вон мужик с ума сошел, открывает дверь. Все в снегу. Это класс. Prices are just part of life in the tourism sector, according to a hotel owner in County. This Christmas I've made my wish and it came. Вот оно, настоящее Рождество. Улыбчивые люди, песни, гирлянды и, конечно же, снег. Редко, но он тут бывает. В горах Виклоу, в которых мы уже с вами побывали, начинается настоящая зимняя сказка. В эти редкие дни детвора отрывается за все 3 месяца. Сейчас облака очень низко врезаются в эти горы, и из-за того, что горы тоже белые, кажется, что ты где-то в тучах летаешь, где-то на небесах просто едешь. Дорога в небеса. Это просто невероятно. Очень красиво. Да, леса не так много в Ирландии, но там, где он есть, это просто что-то сказочное. Все покрученные какие-то деревья, темные внутри, и все поросшие мохом. Эти тропинки из дерева, которые помогают передвигаться очень быстро через всю эту красоту, вне зависимости от погодных условий. Это просто бальзам на душу. Если говорить про горы в Ирландии, то мне сразу лезут картинки из Инстаграма минималистичного региона Слайга, где находится самый высокий водопад Devil's Chimney. Благодаря ему природа рядом невероятно красива. Нету ни единого безжизненного места. На деревьях растет мох и поют птицы. Водопад просто невероятный. Особенно в такую погоду, когда туман вокруг. И он выглядит очень мистическим. Там такая равнина, дальше горы. И в низине, здесь, где лес, чувствуется в нем жизнь. Очень много различных растений. И чувствуется, что та влага, которая исходит от водопада, все вокруг питается этим. И из-за этого все очень буйно растет. Очень много моха. И приятно здесь, интересно ходить. С Атлантического океана здесь вырастают замки, а на их фоне настоящее цунами – изумрудная гора Бенбалбен. Ехать по дороге прямо на нее так же волнительно и прекрасно, как ехать навстречу смерти. Именно здесь я встретил мужчину с тяжелым заболеванием, туриста из США, который поехал, возможно, в свое последнее путешествие. Прямо за ней находится гора, напоминающая подкову. Настоящий рай минималиста. Горы, камни, водопады. Все укрыто зеленой травой. Столько зеленой, что кажется, что это нереальный цвет. Как будто в сказке какой-то.
но основной моей целью поездки был поход к пику Орлиной скалы длительностью в несколько часов. Мы идем аж туда. Хотим свесить свои ножки с видом на скалу Орла. Но пройти нам весь этот путь надо длиной в час с напором 320 метров. Стоять здесь свысока и смотреть на эту нереальную скалу очень круто, потому что высотой в 300 метров в ней хранится история на 300 миллионов лет. Вот как она формировалась 300 миллионов лет назад. Я промерз, я промок, я устал, но я все равно в 100 раз счастливее, чем если бы я сидел в каком-то комфортном месте, но не увидел все это. Исследовав запад, север и восток Ирландии, мы упустили юг. Многие упускают юг, но там находятся скрытые жемчужины у Кельтского моря. Морская жизнь очень разнообразна. С многих портовых городков юга выдвигаются корабли. Кто на поиски китов, кто на вылов рыбы, кто к Нормандии. Крабов здесь поймать проще, чем червяков. Просто надо прийти к пирсу, взять сетку, туда закинуть какого-то мяса, опустить на дно и подождать 5 минут. Все, 90% краб будет в сетке через 5 минут. Ого! Он маленький, пусть идет. Морской жизнью живут многие в этом регионе. Некоторые настолько увлекаются, что строят дома из сплошных ракушек. Да, этот Кевин безумно любил собирать ракушки и, наверное, потратил всю свою жизнь, чтобы построить что-то подобное. И это того стоило. Безумно приятно смотреть на этот дом и рассматривать каждую деталь. Столько деталей. А рядом видеть мощнейшие волны с моря и представлять, как же приятно этому человеку было создавать что-то подобное. Многие крыши устелены соломой, как когда-то делали их предки. Но плесень быстро поселяется в таких домах, и крыши становятся аварийными. Самое скрытое и загадочное место – это Баллисагартмор. В роще густого, древнего леса, окутанным туманом, внезапно натыкаешься на древние руины, будто эльфийские. Немного пройдя дальше, вдоль реки, огромный замок. Старый форт, поставленный на разрушение природы. Он весь поросший мхом в окружении древнего леса. Выглядит просто фантастически. Где гуляют местные на лошадях. Я будто переместился в прошлое. Такого погружения даже не ожидал. Какая же в Ирландии красивая природа, особенно осенью. Очень красочно здесь. И все выделяется на фоне этого зеленого, ярко-зеленого моха, который окружает все. Дома, деревья, даже машины. Но если уже говорить про действительно странные места, то недалеко от Дублина находятся поля, на первый взгляд созданные пришельцами. Пока фараоны строили свои первые пирамиды, у ирландцев уже были свои гробницы огромных масштабов. Эти курганы похожи на какие-то кратеры вулканов. А под этим кратером находятся камни, которые помогали создать скелет пещер, которые внутри. И там сейчас от 50 до 60 человек
погреблено. Вообще поражает, как люди того времени, 6000 лет назад, трепетно относились к умершим и с каким уважением их хранили. При постройке учитывались лучшие астрономические и научные практики того времени. Удивительно, что подобные места сохранились до наших дней. Что уже говорить о средневековых замках. Лучший из них – Rock of Cashel. У меня прямо было чувство, что из замка выйдет армия крестоносцев в латах и со щитами. Все прямо дышит ирландской историей, узорами и верой. Все настолько готично. Я будто в какой-то средневековый эльфийский замок попал. В Ирландии сохранились не только древнейшие гробницы и замки, но и до сих пор действующие бизнесы со времен Средневековья. А сейчас вбейте самый старый паб в мире, и вам выдаст бар Шона. По нему незаметно, но этот бар уже с тысячелетней историей. Он существует уже более 1000 лет. Еще древние монахи приносили сюда виски, которые сами производили, а уставшие путники и торговцы с удовольствием проводили вечера в пабе. A guy called Lou McLuda set the bar up, and this is the first ever area to grow. The settlement grew around the bar. Now, usually in any other areas, it's grown around castles, you know yourself, or churches, religious areas, but no, in Ireland it had to be around a bar. Archaeologists come in, excavate the site, and then that's how they date it back to the year 900. So the wall is made of wattle, daub, horsehair, and it's woven together with hazel sticks. Now, I don't know if you noticed the sawdust on the floor. Do you have any idea why there's sawdust? No. So basically, Sean's is actually under sea level of the Shannon. So up until 20 years ago, we had no system to get the water out. So the water would run by the castle down into here, and there's a little slant on the floor, so the water would stream back out back into the Shannon, and the point of the sawdust was to chuck it down and scoop up any extra water that was left over and get ready for the next day for it to overflow again. Why is it still going? It's because it's been handed down through many people, and obviously it's family owned now. Obviously I can't tell you who it is, but it's just like on the backs of our t-shirt it says Conch Crack Agus Kyo. So basically that means what happens in most Irish bars, there's live music every night at 9:30, so there's a great atmosphere. Now, not every bar in Athlone does music every single night, so that's what kept us going, the trad music, and even during COVID you couldn't sit inside, but we've a beer garden which was done up since COVID, so there was constantly new things being done to the place, but this interior hasn't changed since the 70s, since Sean took it over. Меня даже местные спросили, можно ли нам зайти, потому что у вас тут съемки, может быть, какие-то серьезные. Я говорю, не-не-не, проходите. Все настолько выглядит антуражно здесь и неестественно. Не верится, что это все реально здесь было. Как будто из фильма. Реально как в фильме. И безумно круто, что это место не мейнстрим. Про него на самом деле не так уж и много людей почему-то знают и немного сюда приезжают. И даже сейчас, не знаю, очень мало людей здесь. И увидеть, прочувствовать ту самую историю, которая была здесь 1000 лет назад, безумно интересно. Увидеть те же стены, увидеть тот же камин, который стоял здесь 1000 лет назад. И вдохнуть этот запах паба. Несмотря на то, что английский язык захватил быт ирландцев, на юго-западе влияние британцев не было столь активным, и люди до сих пор употребляют язык гаэлик.
кельтского наследия. В городе Дингл более 60% населения могут на нем говорить. А этот парень прилетел из Канады, чтобы прикоснуться к истокам, наследию и культуре его родителей, ирландцев. A hungry feeling came o'er me stealing. The mice were squealing in my prison cell, and the old triangle went jingle jangle all around the banks of the Royal Canal. После всего, что сделала имперская страна, сосед, королевская семья здесь не в почете. Если говорят, что когда королева Британии умерла, Виктория, их попросили покрасить все двери в черный цвет. В знак протеста, а на следующий день все двери были покрашены в разные цвета. Такой себе и представляю жизнь в Ирландии 1500, 1300, 1000 лет тому назад. Ты выходишь такой из своей лачуги каменной, смотришь на безумно зеленую траву, на свою пасту, овец и океан Атлантический, горы. Радуешься жизни. Все просто, больше ничего не надо. Галарус Оратория – это древнейшая церковь Ирландии. На большие праздники вроде Пасхи здесь до сих пор собираются люди и молятся так же, как и молились их христианские предки. Посмотрите, насколько идеально гладкие эти камни. Тысячи лет они стоят здесь и до сих пор так и не пропускают воду внутрь. Все абсолютно сухое внутри. На протяжении 1000 лет. Гавань Данквин – это самая западная точка Ирландии. Безумно драматический утес. Ирландия настолько красива, что обычная рыболовецкая лестница может стать шедевром. Окружен скалами, вырастающими из воды, будто разбитые корабли. Последние места, о которых хочу вам поведать, не самые популярные среди иностранных путешественников, но обожаемые местными. Находятся они в регионе Мэйо. Я спрашиваю многих ирландцев, где их любимые места, где их любимая природа. И те, кто путешествует очень часто и очень много, советуют провинцию Майо. На Даунпатрик-Хед ветер способен на многое. Например, сдуть вас в океан, вырвать дверь из машины или пробить пещеру на 200 метров вглубь океана. Ветер поднимает пену от разбившихся волн на высоту, и складывается впечатление, что где-то неподалеку пенная вечеринка. Каким-то чудным образом ветер и океан распотрошили скалы так, что образовался огромный столб, стена, забор, атакуемый волнами с такой мощью. Складывается впечатление, что вот-вот он свалится.
А следующее место настолько малопопулярно, что у него даже нету перевода на английский, только ирландское «Дуннамбо». Оно похоже на какое-то святилище, где происходит культ поклонения ее могуществу, матушке природе. Мае, где дикий океан, есть просто глубокая дыра вглубь земли, где бурлит океан. Самое интересное, что природа способна отвечать на ваши молитвы, когда ветер проходит сквозь трубы и издается свист. Скалы настолько острые, что можно порезать глаза. Пропасть настолько глубока, что можно потерять сознание, а водопады настолько абстрактны, что текут в обратном направлении. Идеально. За полгода жизни я посетил все основные локации Ирландии. Я встретил безумно добрых и открытых людей. Я окунулся в трагичное прошлое и великое будущее этого народа. И я благодарен ирландскому обществу за все, что оно сделало для Украины в самое темное время современной истории. Эта страна – настоящее вдохновение и пример для подражания другим. Несмотря на оккупацию огромной сверхдержавой, на сотни лет ущемления прав и свобод, культуры, языка, сильнейшую экономическую зависимость и геноцид, этим свободолюбивым людям удалось выбороть независимость. Более того, им удалось стать самой богатой страной в мире с высоким уровнем жизни и социального обеспечения. У Ирландии огромный туристический потенциал, и самое главное, что она его реализует. Государственные программы, сайты и блогеры популяризируют красоту изумрудного, вечно зеленого и невероятно красивого острова под названием Ирландия. В Ирландии просто все в звездах. Все в звездах. Абсолютно. Merry Christmas. Ветер сносит, и ты чувствуешь всю мощь прямо в сердце. Сейчас, в этот же день, местные ирландцы также жгут костры.
Местные просто создали комнату огромную, в которой собрали кучу привидений. Настоящий концерт рождественский. 0 градусов, и люди собираются час провести в этой ледяной воде океанской. Что я не ожидал увидеть, так это акулу. Просто вот так мы идем по пляжу сейчас, и на пляже валяется труп акулы. И едешь ты такой на машине и понимаешь, блин, действительно, какая прекрасная здесь дикая природа, нетронутая человеком.